Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебедский, это канал о ремонте и отделке. В ранее опубликованных роликах про подготовку санузла я рассказал в первой серии, как подготовить стены из газобетона перед нанесением цементно-песчаной штукатурки. Во второй серии я показал, как выставить маяки при помощи пузырькового уровня, а также сформировать угол 90 градусов. И в третьей серии я показал, как выполнить оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором, да еще и хоппер-ковшом. Продолжение следует, и это четвертая серия. В этой серии я покажу, как выполнить оштукатуривание откосов цементно-песчаным раствором двумя способами. А так как один из откосов будет выполнен из гипсокартона, то покажу немного фрезеровки. Приятного вам просмотра! И первым делом срезаем пену по периметру, но так, чтобы пена оставалась в одной плоскости с рамой. И в этом поможет малярный нож с длинным и острым лезвием. Перед тем как загрунтовать откос, его необходимо обеспылить, желательно пылесосом, но не щеткой, чтобы поры в газоблоке остались чистыми. Основание обеспылено, можно приступать к грунтовке. Буду использовать грунтовку глубокого проникновения. Удобнее всего использовать садовый распылитель, так как грунтовать боковые откосы кистью неудобно. Грунтовать буду только боковые откосы и нижний. А верхний откос я сделаю из влагостойкого гипсокартона. Заодно и потестирую свой новый фрезер, который я приобрел чисто для фрезеровки гипсокартона. Ну и фрезу из Китая. После полного высыхания грунтовки замешиваем плиточный клей и приклеиваем сетку. Но сначала тщательно вмазываем клей в основание. Делаем контактный слой. А далее вдавливаем сетку и лишний клей срезаем гребенкой 6 мм в горизонтальном направлении. И тем самым подготавливаем основание для лучшей сцепки с цементно-песчаной штукатуркой. Как на боковых откосах, так и снизу, так как нижний откос тоже будет оштукатурен и в дальнейшем будет облицовываться плиткой. Единственное, когда приклеиваю сетку на нижний откос, сетку отрезаю с запасом, чтобы сразу заармировать внутренние углы. И оставляем до полного застывания плиточного клея. Ну а пока застывает плиточный клей, приступаем к откосу, который тоже нужно оштукатурить. Но не для укладки плитки на этот откос, так как половина этого откоса занимает трубу отопления для второго этажа. А оштукатуривать я буду его для дальнейшей сборки короба из гипсокартона. Но это уже второй вариант оштукатуривания, без маяка. Но для оштукатуривания такого откоса желательно использовать длинное правило. Ну а чтобы правило оставалось чистым, оклеиваем малярным скотчем со стороны оштукатуривания по самому краю. Устанавливаем правило по уровню и задаем толщину штукатурного слоя. В моем случае толщина штукатурки будет 1 см. И по заранее просверленным отверстиям на правиле как снизу, так и сверху фиксируем дюбелями к стене. Ну а для ровной срезки штукатурки по самому краю и соблюдения угла в 90 градусов буду использовать шаблон, сделанный из подручных материалов. Сетку я приклеил еще во время штукатуривания стен, но на самом деле для моих целей она тут не нужна. Замешиваю совместно цементно-песчаную штукатурку в пропорции 1 к 4 и 1 часть плиточного клея, без добавления пластификатора, ну или же мыла, и раствор становится пластичным. Сначала наношу контактный слой, тщательно втирая раствор в основание, и наносим штукатурку с небольшим излишком, начиная сверху вниз, так как для меня этот способ более удобен. И лишнюю штукатурку срезаю шаблоном, и так до самого низа.
Трубы отопления заранее оклею малярным скотчем, чтобы потом быстро и без мытья одеть теплоизоляцию для наименьших потерь тепла, так как теплый короб из гипсокартона никому не нужен. Откос оштукатурен, а на следующий день после застывания штукатурки снимаем правило. А лишний раствор, который выступает за пределы плоскости стены, счищаем либо шпателем, либо коротким правилом. Когда все лишнее счистил, обратно закрепил правило до самого верха, так как длины правила не хватило от самого верха до самого низа. Выравниваем правило по готовому откосу, фиксируем также на 2 дюбеля и доштукатуриваем. А на следующий день снимаем, счищаем лишнее и убираем скотч с правила. И правило остается чистым. Как раз к этому времени застыл плиточный клей на оконном откосе. Можно приступать к установке маяков. Замеряем длину нижнего откоса и отрезаем маячок. Кстати, использовал поврежденные маячки, которые не понадобились для установки на стену. Не пропадать же добру. Маяк можно отрезать как болгаркой, так и ножницами по металлу. Замешиваем немного раствора, также с добавлением плиточного клея. Но для установки маяков на оконный откос можно использовать пузырьковый уровень. Но я буду устанавливать при помощи лазерного, так намного быстрее. Выставляем луч чуть ниже оконной рамы. Высота штукатурки зависит от толщины плитки, чтобы плитка потом не мешала работе навесом. Накидываем 3 ляпуха раствора и прикладываем маячок, равняя его по лазерному лучу и примораживаем раствором, чтобы он крепко держался. Ну а по краю откоса также буду крепить правило, заранее оклеенное скотчем и просверленными отверстиями по краям для фиксации к стене. Прикладываем правило к стене и также края выставляем по лазерному лучу. Сверлим отверстия и фиксируем дюбель гвоздем с обеих сторон. Ну а чтобы не вымотать оконную раму, на время оклею малярным скотчем, но ненадолго, чтобы не остались клеевые следы. Для штукатуривания откоса буду использовать также цементно-песчаный раствор с добавлением плиточного клея. На заранее увлажненную поверхность накладываю раствор, но не весь сразу, понемногу. Сначала делаю контактный слой для лучшей сцепки раствора с основанием, чтобы потом он не отвалился со временем. Ну а потом накладываю смесь с избытком, распределяя по всей плоскости, чтобы не было пустот. Срезать лишний раствор можно коротким правилом, ну или длинным шпателем. Не обязательно выглаживать раствор и сделать идеальное основание сразу. Лучше пусть будет немного с избытком, чтобы на следующий день срезать лишнее и получить ровный откос. После оштукатуривания оставляем на ночь. На следующий день, пока раствор еще не до конца застыл, можно подрезать лишнее коротким правилом. Убираю мусор и сразу выдергиваю маяк. Еще раз подрезаю и проверяю уровнем.
Убираю правило и лишний раствор, который выдавил за пределы плоскости стены, срезаю правилом движениями сверху вниз, чтобы не повредить углы штукатурки. Теперь приступаем к боковым откосам. Боковые откосы я буду штукатурить по 90 градусов относительно окна, но и при этом проверю угол относительно плоскости стены. Если все в норме, выставляю луч по линии и накидываю 3 ляпуха. И выставляю маяк получу. Все то же самое, как и с нижними откосами, как слева, так и справа. Но заранее на стене делаю отметки для дальнейшей установки правила. Ну а пока хорошо видно луч, делаю отметки для верхнего откоса. На следующий день крепим правило с обоих сторон и приступаем к оштукатуриванию. Оштукатурив откос утром, а после обеда, когда раствор застыл, подрезаю лишнее. После заделки штроп после маяков и полного застывания раствора приступаю к верхнему откосу. Замеряю как длину откоса, так и ширину. Для нарезки заготовок направляющего профиля 27-28 и профиля 60х27 для более жесткого крепления гипсокартона. И нарезаем профиля по размерам. Для монтажа откоса из гипсокартона понадобится длинный кусок направляющего профиля 27-28, а также профиль 60х27 равный длине откоса. Два маленьких отрезка направляющего профиля 27-28 равной ширине откоса, дюбель-гвоздь 6х40 с гребком, саморез для гипсокартона, а также саморез по металлу. Ну и конечно же кусок влагостойкого гипсокартона. Так как одну сторону гипсокартона я буду подсовывать за оконную раму приблизительно на 7 мм, то необходимо выбрать пену на глубину 7 мм и толщиной равной толщине гипсокартона, но не более.
Далее чертим линию от верха оконной рамы до заранее отмеченной отметки. И для более точного крепежа с кусочком гипсокартона закрепил направляющий профиль 2728 по линии на 2 дюбеля с обоих сторон. Когда закрепил, еще раз проверяю. Затем сразу засовываю профиль 60 на 27 по направляющим, так как потом его уже не получится засунуть. Далее крепим направляющий профиль к металлическому уголку с саморезами по металлу. Уголок выполняет роль перемычки. Ну и конечно же еще раз все проверяем. Потом снимаем замеры для подготовки и фрезеровки листа гипсокартона. И размечаем лист гипсокартона с учетом фрезеровки угла. Заготовка готова, приступаю к фрезеровке. Для фрезеровки буду использовать фрезер Fiolent и фрезу из Китая. Фрезу я заказывал не просто так, что понравилось, а по рекомендациям. И скажу заранее, она меня порадовала. Выставляю нужную глубину погружения фрезы и приступаю к фрезеровке. За 2 прохода получил отличный результат. Угол 90 градусов обеспечен. Обеспыливаем, грунтуем угол грунтовкой глубокого проникновения для дальнейшей склейки угла. Но сразу угол склеивать я не буду. Буду склеивать по факту и по месту. Прикладываю лист и проверяю, чтобы ничего не мешало. Если все в норме, запениваю пространство в самом начале листа. Не сплошным слоем, а точечно. Этого вполне достаточно. И зафиксировал лист гипсокартона саморезами до полного застывания пены. После полного застывания пены в начале откручиваю саморезы и отворачиваю угол. Дополнительно пропениваю середину и угол, где нужно склеить гипсокартон. Прикладываю лист на место и все фиксирую саморезами. Откос получился ровный и аккуратный. Ролик подошел к концу. Если понравилось, то обязательно ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. А чтобы не пропустить следующую серию, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Скоро увидимся!